В этом видео мы выясним, какой самый лучший способ добычи ресурсов в шахте в Майнкрафт. Всем привет! С вами Копатель Злобий, и мы начинаем наше исследование. Копался раньше я, как и многие, просто прямо в 2 блока. Но кирка-то ломается, а нахожу таким образом всякий шлак и много-много булыжника. А все же мы хотим находить только алмазы да бриллианты. Поэтому надо было что-то менять. Эй, Крепаш, привет, помощь нужна. Подскажи, а как лучше копаться в шахте? Взрывай все! Взрывать? Где? Ну ок. О, алмазы! Нет! Да ну, говно. Пойду посплю. Может, придумается что-то лучше. О, а давайте попробуем такой способ. Копаемся прямо и сбоку выкапываем в 1 блок. Если видим, что докопались до какой-то руды, то подходим к ней и выкапываем ее. А потом продолжаем наши ходы, отходя от предыдущих. Этот способ уже интереснее. Но все равно, мне кажется, есть идеальнее. Стоп! А зачем копаться вперед, а потом в бок, если можно сразу поместиться в 1 блок? Так, высота 12. Ставим люк, встаем под него и закрываем. Все, мы опустились и теперь тупо прямо. Балдеж. А блин, нет, есть 1 минус. Копаем мы очень быстро, а двигаемся медленно. Поэтому не успеваем доходить до этих блоков. И в итоге добываем ресурсы медленнее. Что же делать? Может попробовать использовать зелье скорости? Вот наше зелье 1 уровня, на 8 минут. И пробуем копать по новой. Уже гораздо лучше, но все равно чуть-чуть не успеваем. Эврика! Это же гениально! Просто когда понимаем, что уже не успеваем добыть блоки, выливаем ведро воды и быстро подплываем. А когда уже почти подплыли, зачерпываем воду назад. Стоп! Так можно же тогда сделать еще лучше этот способ. Не пользоваться люками, а заползать в 1 блок с помощью воды. Так, конечно, немного медленнее, зато без затрат дерева. Способ, наверное, неплохой. Но предлагаю нам сравнить все способы, которые мы увидели и нашли в этом видео. Для детального и точного сравнения нужно очень много тестов. Но чтобы не тратить время впустую, я выделю на каждый способ хотя бы по 20 минут. Будем использовать инозаритовую кирку на эффективность 3. Зачарование удачи использовать не будем, иначе будет необъективно. Начнем со способов 2 блока, которым копался, мне кажется, каждый. Берем кирку, спускаемся на высоту, давайте 12. Зарядимся кадухом и поехали! Воу, стоп! Время вышло. Кстати, кирка почти сломалась. Теперь давайте разложу руду в сундуки и посмотрим, сколько вышло. Так, в итоге у нас получилось почти 4,5 стаков угля, 7,5 стаков редстоуна, целых 13 алмазов, 49 лазурита, 42 золота, чуть больше стака железа и почти столько же новой руды меди. Ну а изумрудов вообще 0. Кек. Такая вот статистика получилась. В целом, неплохо. Интересно, не зря ли мы искали новые способы копания? И будут ли следующие лучше? Бежим же проверять! Способ 2. Боковой. Решил подготовиться к нему чуть получше. А именно добавить к кирке на всякий случай зачарование прочность. А то в тот раз кирка чуть не сломалась. Спускаемся на 12 высоту. И погнали!
Блин, мышка разрядилась. Продолжаем. А время-то вышло. Проверим, что у нас получилось. Так, ну сразу видно, что угля меньше. Всего 2,5 стаков. Офигеть! Зато редстоуна в 2 раза больше вышло. Железа мы нашли также в 2 раза больше. Чуть больше 2 стаков. Меди, правда, маловато. Золото совсем не порадовало, хотя его лучше водой искать. Ой, а где лазурит? А, точно, его нету. Зато мы нашли 2 изумруда, хоть это радует. Ну и наконец, самое интересное. Алмазы. Бам! Целых 28 алмазов. То есть, как мы видим, этот способ уже лучше нашего классического в 2 блока. Несколько руд мы добыли меньше, но зато многих в 2 раза больше. Давайте же перейдем к следующему способу, не терпится узнать, какой же способ лучший. Финальный способ, одноблоковый. Зелье скорости использовать не буду, чтобы было честнее. Хотя вам советую. Мы также находимся на 12 высоте. Наша кирка и погнали! Кстати, вы, возможно, заметили, что я совсем не пользуюсь факелами, хотя при этом у меня светло, как в попе у солнца. Как же так? А все потому, что я включил гамму. Если хотите так же, можете позже глянуть мой видос и узнать, как так сделать. И время вышло. Подводим итоги. Больше 4 стаков угля. Ой, редстоуна маловато. Всего 7 стаков. Золото уже получше, чем в прошлом способе. Лазурита 15. Больше 2 стаков железа. 45 меди. Нормально. А вот сейчас вы будете в полнейшем шоке. И поймете, почему этот способ самый лучший. Бах! Целых 45 алмазов! 45 чертовых алмазов! Офигеть! То есть, по сути, это 2 алмаза в минуту. Или 150 в час. Кстати, обязательно ускоряйтесь ведром воды. Без этого, я думаю, было бы меньше ресурсов. Давайте подведем финальные итоги наших экспериментов. Вот колонка со сравнением всех способов. Как мы видим, у каждого способа есть свои преимущества. У третьего важных руд, таких как алмазы и железо, получилось больше всего. У второго способа соотношение руд такое же, но только их количество меньше. У первого способа, кстати, на удивление, всех второстепенных руд получилось неплохо, но алмазов, правда, очень мало. И поэтому победитель наших сравнений способ в 1 блок. А если выпить зелье скорости и зачаровать кирку на удачу, то тогда вообще будете мажорами. Да фигня этот твой способ! Я лучше буду по старинке. Понял, бомжик? Алмазы алмазами, но под себя лучше не копаться. Делитесь своими исследованиями. Вдруг вы найдете способ лучше. С вами был Копатель Злобий. Удачи и всем пока!